Всем привет! Я Маринет, и это третья часть видео на моем канале о том, как я переехала во Францию, адаптировалась к французскому обществу и какие трудности ждали меня на этом пути. В этом видео вы узнаете подробнее о самом переезде, о адаптации к французскому обществу, к французскому языку, также какие проблемы меня ждали в документах, в оформлении банковских карт, страховой компании, и также расскажу вам про транспорт, как можно сэкономить на нем студентам до 26 лет. После отъезда из Беларуси 18 августа 2024 года мы провели в дороге примерно один день. Это переезд из Минска в Вильнюс для дальнейшего перелета из Вильнюса в Париж. В Париж мы прилетели 19 августа, примерно в 19:30, из-за чего мы не смогли в тот же день заселиться в мое общежитие, так как заселение было до 18:00. Соответственно, нам пришлось взять на одну ночь отель неподалеку, и уже 20 августа в 10 утра мы поехали на заселение в частную резиденцию для студентов и работающих. Всем привет! Сегодня уже 19 августа, мы уже в Литве, точнее под Вильнюсом, уже в национальном аэропорту. Вот. Сейчас вот вылет через полчаса уже в Париж. Границу 15 минут осталось. 15 минут. 15 минут. Границу мы прошли за 6 часов в сумме. Ждем. Уже привет из Парижа будет, когда заселение в квартиру. Прибыли в Шарль-де-Голль, Париж. Движуха, конечно, конкретная. Марина, идем. Какой у нас терминал? Заселение прошло примерно в течение 10-15 минут, после чего мы получили ключи и решили включить свет. И после этого начались проблемы. После активации счетчиков я заметила, что электричества в студии нету. И в ту же секунду мы обратились за помощью к управляющему резиденции, и в ходе обсуждения с ним мы поняли, что поставщик электричества, точнее ЭДФ, не дал разрешения на циркуляцию электричества в моей студии, хотя контракт по электричеству вступил в силу еще 16 августа, то есть за несколько дней до моего приезда во Францию. В ходе обсуждения и переговоров с поставщиком нам дали разрешение на электричество, но только с 12:00 следующего дня. То есть до полуночи квартира была без электричества. Пришлось использовать лайфхаки, которые были еще у моих родителей в их юности, а это точнее свечи и зажигалка. То есть свет у нас был только от свечей. После переезда в студию и переговоров с поставщиком мы отправились в Икеа, чтобы докупить нужные предметы для обустройства быта в студии. Хочется отметить, что моя студия — это 18,5 квадратных метров. Есть маленькая односпальная кровать, которая выдвигается, и можно еще добавить одно место для человека, который может у вас ночевать. Также есть небольшой шкаф, кухня, а это точнее 2 комфорки и умывальник, примерно 1 квадратный метр. Есть несколько полок для обустройства и удобства, и также есть стол для учебы, над которым есть также навесная полка. Также студия обустроена 2 обогревателями, один в основной комнате и второй в ванной. Хочется отметить, что обогрев комнаты осуществляется за счет электричества и входит стоимость за электричество. То есть вы оплачиваете отдельно аренду жилья и отдельно оплату за электричество, которое может варьироваться в зависимости от сезона и обогрева комнаты.
На следующий день после обустройства комнаты мы отправились в банк. В банк я отправлялась вместе с мамой, так как я была еще несовершеннолетней студенткой. И мы отправили заявку на получение банковского счета. Через несколько дней мы получаем ответ от первого банка о том, что моя просьба не принята, так как я несовершеннолетняя студентка, и моя мама не является резидентом Евросоюза. В ходе чего мы посетили еще примерно 15 банков, которые нам дали незамедлительный ответ, а точнее отказ. В ходе этих отказов я не смогла найти лучшего решения, чем открыть мою банковскую карту по достижению совершеннолетия, так как все доступные банки мне уже в этом отказали. Также онлайн-банки являются неотъемлемой частью европейского общества сейчас, но и с онлайн-банками произошли проблемы, так как я являюсь белорусской, то есть национальность у меня вне Европейского Союза, которая не предоставляет открытие счета в онлайн-банках. Соответственно, после многочисленных отказов банков я не смогла получить выплату стипендий до января следующего года, так как оформление всех нужных документов для банковского счета занимает примерно 2-3 недели после подачи заявления. Параллельно с подачей документов в банке мы подавались на проездной студенческий на год от Иль-де-Франс, то есть от парижского региона. Стоимость его сейчас на данный момент 390 евро для студентов до 26 лет, которые обучаются в университетах, либо частных университетах или школах. Этот проездной помогает вам ездить безлимитно по всему региону на любых транспортных средствах, как автобус, трамвай, метро и РОР. Хочется отметить, что также по этому проездному вы можете поехать в аэропорт Орли и Шарль-де-Голь, которые обустроены станциями для метро и РОР, соответственно. Но в аэропорт Бове вы будете добираться своим ходом, то есть либо же на автобусах, либо на такси за дополнительную плату, так как Бове находится вне парижского региона, без станций для метро, РОР или автобусов общественного транспорта. Чтобы оформить проездной, вы заходите на сайт Île-de-France, RATP, и отправляете заявку на Imaginaire. Это название проездного для студентов и школьников, где вы прикрепляете свою фотографию, так как на проездном у вас будет фотография, показывая вашу личность, что это вы передвигаетесь по этому проездному. Также вы прикрепляете документы о том, что вы обучаетесь в течение этого учебного года во Франции, а точнее в этом регионе. Прикрепляете аттестацию о том, что вас принял университет или школа. И далее в течение 2-3 недель вам пришлют ваш проездной по почте. Но в этом была проблема, так как по почте я свой проездной не получила, и мне пришлось ехать на Северный вокзал, где находится большое бюро РАТП, в котором я уже самолично распечатала проездной. Вот такая вот мадам. В течение ожидания проездного вы передвигаетесь по Парижу за свой счет, вы покупаете билетики на транспорт общественный и передвигаетесь. Сейчас во Франции ввели новые проездные, то есть вам уже не будут нужны маленькие билетики. Это будет пластмассовая карточка проездной, на которую вы просто пополняете нужное количество поездок. К слову о страховках. Вам нужно оформить примерно 3 страховки. Первая страховка — это responsabilité civile, которая включает в себя пак страховой. Вы можете купить эту страховку у любой страховой компании. Цена может варьироваться в зависимости от составляющих этой страховки.
Она нужна для вашего университета, точнее для первого года в университете и последующих. Также страховка жилья и страховка вашего состояния здоровья, так как по приезде во Францию у вас будет временная страховка, которую вы оформили в стране, в которой вы проживали до этого. Но после переезда вы должны оформить Amélie Étranger, это страховка государственная для иностранных студентов, после чего к вам прикрепляется страховой номер, и с этим страховым номером после его валидации вы оформляете Carte Vitale, это страховая карточка, уже как для резидента Французской Республики. И после чего вы регистрируетесь на сайте Amélie, уже классическом, где вы подаете свою просьбу об открытии Carte Vitale. Соответственно, эти процедуры могут занять чуть больше времени, чем, к примеру, открытие банковского счета, так как обработка документов, которые вы отправили на сайте Amélie Étranger, занимает примерно 2 рабочие недели. После этого еще дополнительно обработка ваших документов и вашей просьбы об открытии Carte Vitale тоже примерно 2-3 рабочие недели. После чего по почте вы получаете вашу заветную карточку с фотографией, по которой вы уже можете получить некоторые финансовые компенсации за поход к доктору или покупку нужных вам медицинских препаратов. Рассказывая про адаптацию к французскому обществу и французскому языку, хочется вам поподробнее рассказать, как она происходила, а точнее, благодаря чему. У меня адаптация к французскому языку и французской культуре произошла благодаря университету, так как до возвращения в университет мой поток организовал встречу-пикник. Это были студенты первого курса, на котором мы переходили, и сами же студенты решили организоваться и вместе скооперировались организовать пикник в парке Мусу, который находится на юге Парижа. Это был прекрасный день, мы познакомились с большим количеством людей из разных стран. Также хочется отметить, что после этого пикника у меня появились первые французские друзья, с которыми я и до сих пор общаюсь, и я ничуть не жалею, что я попала на этот прекрасный пикник, после которого моя жизнь начала потихоньку меняться и перестраиваться к французскому обществу. Также после пикника через 3 дня у нас было предвозвращение в университет, это называется pré-rentrée, которое организовывает сам университет для дачи нужной информации для студентов 1, 2, 3 курса, а также магистратуры. Как правильно ориентироваться в университете, на что нужно делать акценты в ходе регистрации в университет, а точнее педагогической записи, так как административная запись уже была пройдена. Также в случае проблем, куда можно обращаться и что нужно делать. Si tu veux le ski. Non, parce que non, Кем-то подъехали. Также для иностранных студентов вне Евросоюза организовываются интернациональные встречи Welcome Days, которые помогают получить нужную информацию для именно иностранных студентов, куда нужно обращаться в случае потери паспорта, что нужно делать, чтобы завалидировать визу. То есть в ходе этих встреч нам дают нужную информацию как иностранным студентам. Полноценное возвращение в университет у меня было 16 сентября, и за несколько дней до этого моя мама окончательно уехала в Беларусь. Но за первые 2 недели во Франции мы смогли также посетить достаточное количество музеев. Это был и Лувр, и галерея Диор. Также смогли погулять по красивым улочкам Парижа и насладиться видами на город. Сегодня уже 27 августа,
И мы уже в Париже. Вот. Учебный год начинается уже 16 сентября. Увидимся 9 числа, когда уже будет предвозвращение в институт. Первый день в университете у меня прошел достаточно стрессово, так как у меня была первая лекция, это была лекция опционального предмета, а точнее публичного права. В ходе этой лекции я ничего не поняла, а лекция длится на минуточку 3 часа с паузой в 10-15 минут максимум. И на эти лекции именно в Сорбонне нужно приходить с компьютером, так как в первый день я пришла с записной книжкой, я не понимала, что нужно записывать, преподаватель нам не показывал слайды, то есть он читал информацию, и я ничего не поняла в ходе этого предмета, и, наверное, из-за этого мое мнение о университете было не сильно высоким в первый день, но после остальных лекций в течение недели я обрадовалась, что я хоть что-то понимаю, так как после первой лекции я вышла расстроена, я звонила маме и говорила о том, что я хочу отчислиться, так как предмет мне непонятен, я не понимаю, что мне делать, что мне записывать и вообще про что говорит человек. Но хочется отметить сейчас уже, что не стоит разводить панику из-за этого, что вы не понимаете. Вы можете попросить в любой момент заметки у ваших одногруппников. Большинство людей дают спокойно эти заметки, они стараются вам тоже помочь, так как они видят, что вы иностранный студент. Тем более студент, который выучил иностранный язык и обучается на нем. В ходе следующих нескольких недель вы начинаете адаптироваться к университету, адаптироваться к условиям университета и к самим преподавателям, которые каждый семестр меняются в зависимости от предмета. То есть в первом семестре у вас одни предметы, во втором семестре у вас другие предметы. В третьем у вас вообще кардинально меняется все, и так происходит каждый семестр. Самый сложный предмет для меня в первом году это было право, будь то публичное право в первом семестре, будь то частное право во втором семестре. Но это были обязательные предметы. В случае гражданского права хочется отметить, что это был опциональный предмет, то есть из двух опций, будь то история экономики, либо публичное право, вы должны выбрать были только один. Я выбрала право, так как в дальнейшем я видела, что по программе у нас будет еще взаимодействие с этим предметом. Во втором семестре это было частное право, опций уже у нас не было во втором семестре. Опции предполагают собой несколько предметов на выбор, только в начале учебного года, то есть для первого семестра, первого, третьего и пятого семестра, точнее. Эти предметы обязательны для моего факультета управления, чтобы правильно понимать документооборот и правильно структурировать управление предприятием и понимать, что нужно делать в каких-либо ситуациях. Также для каждого семестра вы проходите повторно педагогическую запись, а точнее эта запись подразумевает собой выбор опций, если такие присутствуют. Также вы выбираете семинары, на которые вы хотите ходить по времени. Семинары обязательные, и вы просто подгоняете их под свой график. Также вы можете дополнительно для факультета управления выбрать в бонус либо язык, либо спорт, либо же и язык, и спорт. Также можно участвовать в разных университетских организациях, это тоже будет бонусом к вашему среднему баллу. Говоря про каникулы, во Франции каникулы в университете у нас не один раз в год и не два, это 4 раза в год. Одна неделя осенью, точнее на праздник Всех Святых, это неделя конец октября, начало ноября. Также зимние каникулы, примерно 2 недели,
начиная с конца декабря по начало января. Также 1 неделя в начале апреля и летние каникулы примерно 2,5 месяца после публикации результатов. Также в течение учебного года организуются многие встречи, вечеринки, маратоны, которые помогают вам вникнуть в жизнь университета. Эти вечеринки, встречи организуются университетскими организациями, от каждого факультета она разная, то есть есть факультет управления, у которого есть своя организация, которая организовывает свои вечеринки, также есть совместные вылазки с другими факультетами. К примеру, в прошлом году это была совместная интеграционная вылазка в замке, интеграционные выходные от факультета управления и факультета права. В этом году это же было организовано для первых курсов, интеграционные выходные для факультета экономики и факультета управления. Вторые курсы, к сожалению, туда не попали, так как приоритет были первые. Говоря об адаптации к французскому языку, хочется отметить, что в первые несколько месяцев мне было трудно говорить на французском языке, так как я боялась совершить ошибки, я боялась, что французы меня просто не поймут. И где-то это было и так. Меня не понимали, у меня переспрашивали несколько раз, но это нормально. Вы приехали из другой страны, изучая французский язык в искусственных условиях, поэтому на это нужно время и усилия. Хотите ли вы реально говорить на этом языке и хотите ли вы реально, чтобы вас понимали, так как от желания зависит ваш прогресс. Маленький лайфхак для тех, кто хочет быстрее адаптироваться к французскому обществу и к французскому языку, это просмотр фильмов, сериалов, чтение книг или прослушивание подкастов. Это вправду помогает понять современный язык и интерпретировать его в разных формах. Это посоветовали мне как французы, так как и люди, которые изучали французский язык в течение многих лет. В моем случае мне также помогло прослушивание музыки, французской музыки, будь то это классическая, либо современная. Хочется отметить, что современные французы слушают больше французский рэп, который может быть не связанный, первое время непонятный, но это также помогает в адаптации, так как подростки, студенты употребляют сокращения из некоторых песен или заимствованных слов из других языков. Также используются англицизмы, также используются слова с японского языка и с арабского. Мое видео подошло к концу. Надеюсь, благодаря этому видео вы немного больше поняли структуру французских университетов, документооборот, и также получили, возможно, некоторые советы, которые вам помогут в дальнейшем. В следующем видео я вам подробно расскажу уже про жизнь во Франции, про интересную ситуацию в университете, как я встретила свое 18-летие, как я первый раз приехала в Минск спустя год обучения во Франции и какие веселые ситуации меня ждали на всем этом пути. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.